Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем вязать вот такой рельефный мотив крючком. Схему данного мотива я приложу сейчас, после этого начального момента, прямо в видео. Можете поставить на паузу и посмотреть. Также под этим видео я оставлю ссылку на свой инстаграм. Перейдя по этой ссылке, вы также сможете посмотреть и сохранить себе эту схему. Оригинальная схема этого мотива — это вот такой квадратный мотив. Я же для вас сделал мастер-класс, как вяжется вот такой квадратный классический мотив по схеме и как вяжется вот такой круглый мотив. Как смотрится такой мотив в готовом изделии, я также оставлю ссылочку в описании к этому видео, сможете перейти и посмотреть фотографии. Данный мотив состоит из 7 рядов. Я вязал этот мотив крючком номер 1,75 мм. Пряжу, которую я использовал для этого мотива, называется Ани от фирмы Циркула. В этом мотке 500 метров, это стопроцентный мерсеризованный хлопок. Рекомендуемый крючок 1,75 мм, я таким и вязал. И вот метраж 500 метров, 147,5 грамм. Ну, в 500 метрах практически 150 грамм. Такую пряжу вы не найдете, я вам сразу скажу, потому что я живу в Бразилии, соответственно, вяжу местной пряжи. Но вы можете вязать любой другой, который вам нравится, и крючком, который подходит под эту пряжу. Диаметр круглого мотива 8,5 сантиметров. Сторона квадратного мотива равна 7,5 сантиметров, и по диагонали он 10 сантиметров. Вот так выглядит круглый мотив сблизи, покажу вам. И вот так он выглядит с изнанки. И квадратный мотив. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что в принципе я все сказал по этому мотиву, особо вроде как говорить больше нечего. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, задавайте обязательно их в комментариях, я постараюсь помочь и ответить. А теперь давайте начинать, я всем желаю приятного просмотра. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, вот хвостик придерживаю, оборачиваю, скрещиваю, придерживаю. Под первую нить я вставляю крючок и вытягиваю вторую. У меня здесь образуется вот такая петелька, и в эту петельку я сейчас провязываю рабочую нить. Вот у меня получилось кольцо. Еще раз показываю. Кладу нить на палец, придерживаю, скрещиваю. Под первую нить вставляем крючок, вытягиваем вторую нить, образуется петелька, и в эту петельку мы провязываем нашу рабочую нить. Аккуратно пальцы вытаскиваем, чтобы ничего не развалилось, придерживаем пальцами. Вытягиваем нашу рабочую нить и затягиваем. Все, вот наше кольцо. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 12 столбиков без накида. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, и теперь уже вяжу в это кольцо 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За хвостик подтягиваю, если мне места недостаточно, чтобы вязать дальше мои хвостики. Ой, столбики. Так, уже сбился, сколько я провязал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11 и 12 столбик. Теперь за этот хвостик мы тянем и замыкаем наши столбики в кольцо. Вот таким образом. Теперь вот что у меня здесь. Я этот хвостик беру и кладу вот так сверху рабочей нити туда-назад, чтобы его сейчас замкнуть. И теперь в первый столбик я соединяюсь соединительной петлей. То есть вот здесь воздушная петля подъема первая, она не считается. Вот видно, что мы провязали первый столбик. И вот в него, в первый столбик, я соединяюсь соединительной петлей.
Все, таким образом первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Я вот этот хвостик обратно сюда кладу, и уже здесь в вязание я его буду прятать, ввязывать в наши столбики второго ряда. Теперь приступаем ко второму ряду, выполняем столбик с 2 накидами в этот же первый столбик. То есть сейчас выполняем просто 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Теперь выполняем арку из 3 воздушных петель, то есть еще 3 воздушные петли выполняем. 1, 2, 3. Получается, мы выполнили 7 воздушных петель, 4 это столбик с 2 накидами и 3 это арка. Теперь выполняем 2 накида на крючок, и в следующий столбик без накида выполняем этот столбик с 2 накидами. При этом вот эту нить я буду сейчас ввязывать и прятать. Провязываем столбик с 2 накидами. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 накида. И в следующий столбик без накида выполняем также столбик с 2 накидами. В этом ряду нам нужно провязать в каждый столбик без накида столбик с 2 накидами. И между всеми столбиками у нас будет 3 воздушные петли. То есть у нас получится также 12 столбиков с 2 накидами. Сейчас я вот этот хвостик немножко, чтобы он у меня был короче, я его обрежу. Все. А все остальное, этот остаток, он у меня сейчас уйдет, спрячется. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца, в каждый столбик по столбику с 2 накидами, и между ними 3 воздушные петли. Итак, я провязал второй ряд до конца, я выполнил 12 столбиков и между ними по 3 воздушные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиков с 2 накидами. И везде по 3 воздушные петли. И вот здесь в конце, вот я выполнил последний столбик без накида, последний столбик, выполнил 3 воздушные петли. Вот эта петелька, это уже соединительная петля. И вот наш первый столбик, воздушные петли подъема. И теперь я соединяюсь, отсчитываю здесь, вот у меня второй столбик, который был. 1, 2, 3 воздушные, это которая арка. И вот в следующую, это получается вершина нашего первого столбика. И в нее соединяюсь соединительной петлей. Таким образом наш второй ряд завершен. Приступаем к третьему ряду. Выполняем 1 воздушную петлю подъема. И сюда же, в этот же столбик, в наш самый первый, выполняем столбик без накида. Теперь сразу в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь в следующий столбик выполняем столбик без накида также. И в следующую арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот такой наш раппорт. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик вяжем по 1 столбику без накида. И в каждую арку выполняем 3 столбика без накида. Вяжем так ряд до конца. Я провязал третий ряд до конца, выполнил в каждый столбик по столбику без накида и в каждую арку по 3 столбика без накида. Также выполнил в последнюю арку 3 столбика без накида, и теперь с самым первым столбиком без накида, который у нас был в вершину первого столбика, в него соединяюсь соединительной петлей. Теперь приступаем к четвертому ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться во второй столбик, который у нас был в арке. То есть в арке у нас было 3 столбика. В следующий первый столбик выполняем соединительную. И теперь во второй столбик, который был в арке, также выполняем соединительную петлю. Теперь выполняем столбик с 2 накидами, самый первый. То есть также выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Теперь выполняем арку из 2 воздушных петель. 1, 2. То есть выполнили 6 воздушных петель, 4 столбик с 2 накидами и 2 это арка. Теперь вокруг первого столбика с 2 накидами, вот в предыдущих рядах, который был у нас, вот этот, вокруг него нам нужно выполнить
4 незавершенных столбика с 4 накидами. Я выполняю 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. И назад вокруг этого столбика, вот он, вокруг него выполняю незавершенный столбик с 4 накидами. Провязываю все накиды. 3 и 4. До конца не провязываю. Опять выполняю 4 накида. 1, 2, 3, 4. И вокруг этого же столбика выполняем столбик с 4 накидами. Второй столбик провязали. У нас 3 петли на крючке. Опять 4 накида. 1, 2, 3, 4. И вокруг этого же столбика выполняем третий столбик. 1, 2, 3, 4 накид. Опять 1, 2, 3, 4. И вокруг этого же столбика выполняем 4 столбик с 4 накидами, незавершенный. У нас 5 петель на крючке, теперь их все вместе провязываем. Теперь выполняем 2 воздушные. Вот который у нас идет следующий столбик. Вот вокруг этого мы сделали лепесток, который у нас следующий столбик идет. И после него мы также во второй столбик без накида, который был в арке, в этот столбик второй выполняем столбик с 2 накидами. Итак, сделали 2 воздушные петли, 2 накида и выполняем столбик с 2 накидами. Теперь 2 воздушные. И вокруг вот этого столбика, вот этот, вокруг него выполняем также 4 столбика с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. И выполняем 4 столбика с 4 накидами и делаем им общую вершину. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И 4 столбик с 4 накидами. У нас 5 петель на крючке, теперь делаем общую вершину. Теперь 2 воздушные. 1, 2. Вот у нас следующий столбик свободный, и после него во второй столбик без накида. Вот тут. 1, 2. В него выполняем столбик с 2 накидами. Теперь 2 воздушные. 1, 2. И вокруг этого столбика выполняем также 4. 1, 2, 3, 4. 4 столбика с 4 накидами с общей вершиной. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И делаем общую вершину. Опять 2 воздушные. 1, 2. И который следующий столбик, после него во второй. 1, 2. После него выполняем столбик с 2 накидами. Опять 2 воздушные. И теперь вокруг этого столбика вяжем 4 столбика с 4 накидами с общей вершиной. И везде у нас по 2 воздушные петли. У нас идет вот так: лепесток, 2 воздушные, столбик с 2 накидами, 2 воздушные, лепесток, 2 воздушные, столбик с 2 накидами, 2 воздушные. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть сейчас у нас лепесток вот так идет назад. Потом у нас столбик с 2 накидами вперед, лепесток опять назад. Столбик с 2 накидами вперед, лепесток назад. И между ними везде 2 воздушные петли. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца.
Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом «Вяжу с Дуду», и этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого!